Такая интересная лиана. С пальмы спустилась и цветет. Здесь такая плетучка-липучка. Так интересно. Оплетает весь забор. А это бамбук. Это прям красивые веерные пальмы. Но уже достаточно взрослая, она прям высокая. В Таиланде мы такие невысокие видели, а у этой прям уже ствол, как у пальмы. Здесь ее лучше видно. А вот это висит. Я думала, что это какая-то лиана на дерево залезла и свисает. Нет, это дерево, вот эти нитки само дает. Не знаю, может, какие-то воздушные корни. Прям везде много-много висит. А это какой-то жасмин. Пахнет прям жасмином куст. Местный чай пьют только жасминовый. Причем чая нет. Вот, видимо, как отвар идет, может, цветков. А у нас стоит вот такая диффенбахия. Ствол такой интересный весь, переплетенный. Заметила еще такую особенность. Кокосовые пальмы, у них стволик гладкий. У них вот эти ветки отмирают. Получается, ну, прям хорошо от ствола отваливаются. А есть пальмы декоративные, у них они не отваливаются, и у них такой ствол нарубной. Сниму тоже видео, покажу. Вот здесь четко ее видно, хорошо нашла. Оказывается, портулак, в народе наш коврик, тоже здесь хорошо растет. Но самое интересное, он махровый здесь. Я хотела найти коробочку семенную, так и не нашла ни одной коробочки. Почему? Не знаю. Солнце сильно светит. Нескольких цветов у них видела. Но семян нет. А хлорофитумы так интересно высажены, как бордюрные растения. Вот такой красивый куст. Вот с такими шикарными цветами и очень ароматными.
Он, по-моему, что-то типа лианы с забора свисает. Здесь очень распространено озеленение именно горшками. Везде и все, любой магазинчик, любая точка, массажный салон. У них горшки, горшки, горшки с цветами. Все озеленено, несмотря на зеленый регион. Ну и моя фаворитка, шикарнейшая бугенвилия. Она так по дереву наверх залезла или по столбу. Высоко-высоко. Посмотрите, какая кокосовая пальма и какой у нее ствол, как столб. Огромнейшая. Рядом с моей шикарной бугенвилией. Такой куст красивый, махровая бугенвилия. Еще такое интересное растение, похоже на наши листья подорожника. Такие же жилки, но более крупный лист. И цветет такими, завяли, правда, беленькими цветочками. Смотрите, горшки, горшки. Какие-то бонсайчики. Кстати, по поводу лавок. У них на лавках печатают рекламу. Печатают имена, если они хотят почтить чью-то память. В кокосовой тюрьме мы видели именные лавки. Кто-то там своим родственникам ставил. Даже выращивают что-то похожее на арбузы вот в пенопластовых ящиках. Здесь вот такие цветочки тоже в горшках. Еще есть куст. Такие желтые цветы. Не пахнут ничем. Но, по-моему, вот это их плоды. Смотрите, какие небольшие, 3 красивые пальмочки прям. 3 близняшки. Я думала, это арбузики, а это не арбузики. Это и не огурцы. Сейчас. Это вот такое вот у них растение есть, я не знаю название. Они его сразу в бутылку одевают. И пакетики одевают, да. А вот отсюда видно будет. Я видела, что эти овощи фаршируют, как мы перцы болгарские. Бутылку, смотри, вот бутылка. Тут шикарные бонсаи сформированы из фикуса бенджамина. В шикарнейших горшках. Оказывается, вьетнамцы так хорошо работают с бетона. Они прям чудеса творят. Они так красиво имитируют дерево с бетона, что даже не отличишь. Ну, эту пальму я уже показывала, шикарнейшую. А вот драцена. Видно, что все растения уже очень старенькие. Давно растут. Прекрасно выглядит. Тоже интересно сформировано. Бамбук очень хорошо разрастается. И вот где заборы сажают. Сейчас здесь он еще, по-моему, молоденький совсем. И потом будет сплошная зелень. А это какое-то интересное огромное дерево. И вот с такими плодами. Даже на стволике есть. Как наши черешенки.
Прям большущее-большущее дерево. Такой большой, красивый куст. Желтым цветет. Желтым колокольчиком и образует вот такую семенную коробочку, как помидорки наши. Вот как наши помидорки висят. Листья немножко на лиандр, похож, но это не лиандр. От этих мини-пальмочек я прям балдею. Листья в рюшечку, в складочку прям. Так. Здесь каны с бордовым листом. Но не цветут еще они. Интересно, какого цвета. Тоже вот эти пальмочки в рюшку. Я прям-то хотела купить, но не все большие. Питомник ездила, не удержалась. Вернее, удержалась. Как подумала, сколько всего везти. Им хорошо здесь каны выкапывать не надо. Все-таки у местных я выяснила, это не имбирь, это такой цветок. Имбирь похожий красный колосок, но лист другой. А это единственный гибискус в отеле, который я увидела, желтый. Но он болеет. Весь лист, то ли мучнистая роса, то ли что-то еще. Он больной. Надо лечить. Здесь жасмина прям большой куст. Красивый. И плюмерийка. Красавица. Вот какая шикарная. А это не знаю, как цветок называется. Комнатный у нас растет плетистый. Здесь, конечно, он в земле огромные лопухи листья. Название не знаю, но цветок знаю такой. Смотрите, какой-то он огромный. Ползет по пальме. Кстати, по кокосовой пальме. Кокосы висят. А вот еще другие пальмы, про которые хотела рассказать. Вот стволы какие, смотрите. То есть их обрубают, сами листья не отваливаются. Это не кокосовая пальма. Спрашивали, она вроде какая-то просто декоративная. То есть полезные плоды она никакие не дает. Огромные, кстати. Они тут в ряд посажены. Очень красивые. И листья, кстати, у них вот старые, которые срублены, по диагонали идут. Никогда раньше не замечала и прям обратила внимание. А вот тоже наш комнатный ципирус, если не ошибаюсь с названием. У меня дома был такой. Даже один раз зацвел, на удивление. Очень любит воду. Ну, по-моему, даже болотный или цветок. А вот еще такой красивый, с такими лопухами, листьями. Тоже уже на стволике. Видимо, лист обрывается, стволик формируется. Прям огромный, красивый. А вот канна с зеленым листком.
Но такой красивый цвет. Желто-красный, получается, оранжевый. Копнула бы, да неудобно. И даже агавы у них тут растут. Хотя агава, она такая солнцелюбивая, засухоустойчивая. Какой-то цветочек у них такой почвопокровный вместо газончика. Желтенький цветет. Ну не одуванчик наш. Тоже симпатичная такая пальма, прям кустом. Но не могу понять, то ли это молодая кокосовая пальма, то ли это какая-то другая разновидность. Листья похожи на кокосовые. Посмотрите, какой красивый. В огромном горшке. Еще до сих пор его формируют. Он весь в растяжках. А, тоже фикус бенджамина это. Какой ствол. Шикарный. Тоже сформированная красивая бугенвилия в виде зонтика. У них опоры такие прям стоят. Все-таки делают они прививки. Хоть мне и сказали в питомнике, что не делают. Но здесь ствол абсолютно один и разных цветов. 3 цвета. Один ствол. Но в питомнике мне почему-то сказали, что еще они долго жить не будут с прививками. Почему, не знаю. Вот прям четко видно прививки. Вот так вот. Нашли такой большой, не знаю, как его назвать. Горшок не горшок, вазон не вазон. И в нем кувшинки растут. Но, правда, не цветут сейчас. Болотце, пальцем не буду лезть. Но это болотце. Вода. А вот и папайю я нашла. Уже с плодами, с большими. Такой резной у нее листик интересный. В земле посажена. Прикольно. Я ее знаю, потому что в Индии мы ее видели. Здесь красиво прям вдоль дороги. По арке плетется. Уже стемнело. Посмотрите, какие красивые соцветия. Красота. Сейчас я себе нащипаю. Попробую укоренить. Хотя дома есть, и у меня один раз, по-моему, только получилось укоренить ее. Освещение в ту сторону плохое. Вау, вау, вау. Почему я тебя так люблю?